Удаляем наш куб и добавляем текст, который хотим написать. Увеличиваем, подгоняем. И в режиме редактирования Edit Mode пишем тот текст, который нам нужен. Переходим в настройки редактирования текста. И здесь можем увеличить расстояние между буквами, потому что когда мы раздуем наш текст, каждой букве нужно будет больше места. Также можем выбрать шрифт, который хотим, чтобы был у нашей надписи. Например, вот такой. Затем в объектном режиме правая кнопка мыши конвертируем в Mesh. И в режиме редактирования, опять же, Edit Mode, выделяем полностью все, что у нас есть, и экструдируем по оси Z, E, Z. Переходим в объектный режим и в разделе модификаторов добавляем модификатор Remesh. И примерно вот такое значение можем выставить и применяем наш модификатор Apply. Переходим в режим скульптинга, Sculpt Mesh, Sculpt Mode. И здесь внизу выбираем фильтр одежда. Здесь тип фильтра Inflate. Просто тянем вправо, чтобы у нас поровнее оно как-то все это раздувалось, только вправо. Если мы хотим раздуть еще побольше, да, здесь вот силу раздутия нам нужно уменьшить это число, и тогда у нас раздуваться будет еще помощнее, еще больше. Или, точнее говоря, нет, в эту сторону увеличить. И вот у нас будет раздуваться еще мощнее наша буква. Переходим обратно в объектный режим и правая клавиша мыши и Shade Smooth, чтобы сгладить наш Mesh, наш текст. Теперь переходим в раздел Shading и немножко раскрасим наш текст. Добавляем новый материал. Сделаем, например, какой-нибудь. Можем даже просто сделать такой металлик серый, да. И здесь металл выведем побольше и roughness уменьшим. Шероховатость, да. То есть пусть будет более глянцевый, чтобы действительно был больше похож на металл. Вот такой раздутый текст мы сегодня сделали.